Ну что ж, вот расклад номер 2. Будем раскрывать карты. Угу. Великолепно. Давайте сразу здесь посмотрим. Угу. Смотрите, как интересно. Ваши таланты, ваша связь с Творцом, на самом деле у вас, судя по этим картам, с этим должно быть все хорошо. Вы, скорее всего, очень везучий человек. Вам прям вот такое ощущение, что все для вас. Что бы вы ни захотели, уже колесо фортуны сразу вот прям поворачивается той стороной, которая вам нужна. Вы не обделены ресурсами. Ресурсы вам просто даются отовсюду и в любое время года, и в любом возрасте. Вот знаете, прям действительно очень много ресурсов и много как будто бы везения, да? Вы на коне. То есть вот прям идет такая энергия какого-то позитива, какого-то движения. И здесь, смотрите, колесница, да, всадник с 2 конями. И здесь всадник на коне. Прям вот такой вот с этим, с жезлом. Такой, как победитель, да, который идет к своей цели, мчится. Вы, скорее всего, очень активный человек. Возможно, вы переезжаете с места на место, или из страны в страну, или из города в город, либо просто очень много любите путешествовать, очень любите передвигаться. Возможно, вы выбираете активный бизнес, или активный спорт, или активную работу. Ну, то есть вот прям все идет такое очень-очень активное, зажигательное, с везением, просто вот подарки сыпятся на вас со всех сторон. То есть вот прям вот все-все-все. Очень здорово. И такое ощущение, что вы действительно на связи, хорошо, достаточно чувствуете и проявляете связь с Творцом, связь с Всевышним. Так, сейчас я подумаю, какую нам карту взять, какую нам колоду взять, чтобы еще поработать. Давайте вот эту же и возьмем. И знаете, у вас может быть из страхов, что может проявляться в страхах? Такое ощущение, как будто у вас есть страх, как будто вы не, знаете, не дадите всем. У вас на самом деле ресурса очень много, и скорее всего вы этим пользуетесь, и скорее всего у вас есть желание помогать, давать, делиться. Но как будто бы у вас есть страх, что может быть, вот знаете, такое ощущение, что у вас вообще бесконечный ресурс, за вами поддержка, вы этим ресурсом делитесь, но как будто перед вами такая огромная толпа, и вы просто смотрите на эту толпу и думаете, а это вообще когда-нибудь кончится, а вдруг меня на это не хватит, а вдруг эта толпа никогда не закончится, а вдруг она слишком большая. То есть у вас есть такое ощущение, как будто бы вас недостаточно, чтобы всем помочь, или всех накормить, или вот всех, со всеми поделиться, или вот еще что-то такое. То есть какое-то у вас есть такое ощущение, как будто бы я не все успею, или я не все успею сделать, или я не всем смогу помочь, да. Вот есть вот какое-то вот такое вот ощущение. На самом деле вот эта карта мне тоже как будто бы подсказывает, что у вас очень много путей, и вы реализуетесь прям разными путями в разных сферах, в разных направлениях, и перед вами очень много путей, очень много возможностей, и по этому раскладу у меня такое ощущение, что вы этими возможностями пользуетесь. Так, что еще можно сказать? Да, вы, скорее всего, много работаете, вы, скорее всего, понимаете, куда идете. То есть вот есть такое ощущение, как будто у вас есть понимание своего пути, либо разных своих путей. То есть вы готовы туда идти, вы готовы для этого работать, и вы, скорее всего, работаете. Скорее всего, вы видите перед собой какую-то цель, и к ней идете.
Может быть, даже вот эти вот карты, они мне говорят о некой легкости, вот как будто бы с легкостью вы это можете делать, но иногда вы можете переутомляться, иногда вы можете слишком много на себя взваливать, вот как в этом случае или в этом случае, да, вот как будто бы бывает так, что вы слишком много на себя взваливаете и переутомляетесь. Вот для этого вам и нужно стремиться к балансу и гармонии, чтобы как раз не переутомляться. И с пониманием, что и о себе позаботиться, и всем хватит вокруг, и вот как бы не, ну, знаете, как бы не взваливать на себя, не взваливать на себя слишком много. И в том числе я здесь вижу такую рекомендацию: не взваливать на себя излишнюю ответственность. Вот знаете, ответственность за всех остальных людей или за каких-то конкретных людей, или, знаете, там за какой-то народ, или вот что-то вот такое. Угу. Да. Вы знаете, прям вот по этим картам идет такое ощущение, что у вас все получается. И это ли не здорово? На самом деле это очень классно. И у меня еще есть такое ощущение, что вы, скорее всего, умеете дружить. Скорее всего, вы умеете дружить, вы умеете сотрудничать, вы умеете быть интересной людям, люди вам интересны, вы умеете праздновать жизнь. Определенно вы умеете достигать своих целей. Вот прям смотрите, все карты такие выходят очень активные. И 4 карты жезловые, то есть они такие огненные, они активные. И какие-то все время края, какие-то горы, какие-то путешествия, какие-то вот страны, какие-то, то есть все время какие-то передвижения. Очень-очень много действий, много активности, скорее всего, победы, везение, знаете, выигрыши. То есть вот это вот прям все вам, все идет. Не то чтобы оно и идет к вам в руки, и вы сами этого тоже достигаете. То есть вы тоже для этого работаете, но и, ну, так скажем, у вас такое ощущение, что вам необходим вот этот баланс и самой поработать, и чтобы легко просто все притекало. И у вас этот баланс есть. У вас этот баланс есть. Все ваши желания, все ваши мечты исполняются. Просто вот везение полнейшее. И все, что бы вы ни захотели, все, что бы вы ни пожелали, Вселенная реализует. Вселенная все дает вам. Вы знаете, прям все пути перед вами открыты. Поэтому на самом деле смело мечтайте, смело желайте, смело к чему-то идите, потому что действительно Вселенная к вам очень благосклонна. Вот прям очень благосклонна. Да, вы на вершине, вы победитель, у вас прям вот все вам дается великолепно. Даже, знаете, вот даже придраться не к чему. Если что-то, что может удручать, мне интересно. Так, сейчас посмотрим. Такое ощущение, что вот что у вас может немножечко удручать, да, или, ну, потому что вот в этой бочке меда хотелось подметить мне зачем-то хоть какую-то маленькую ложечку дегтя, да, то есть у вас что-то беспокоит, возможно, в отношениях с вашим мужчиной, возможно, в отношениях с вашим отцом, с вашим папой тоже может быть. То есть, знаете, вот здесь как-то двояко. Здесь может быть и ваш мужчина, или это может быть ваш папа, то есть какой-то значимый человек, вот знаете, какой-то значимый мужчина, которого вы любите,
который о вас, скорее всего, заботится, да, вот дает вам какую-то защиту, возможно, обеспечивает вас. Вот такое ощущение, что когда я спросила про то, что может быть не так, что может быть не очень приятно, да, вот вышла вот эта вот тема, да, то есть может быть тема мужчины, любви, каких-то взаимоотношений, либо тема отца, от взаимоотношений с отцом, либо вот тема семьи, как будто бы у вас могут быть здесь небольшие какие-то сложности. Знаете, у меня по этому раскладу есть такое ощущение, что вы больше идете как будто бы в социум, то есть вы больше отдаете себя людям, либо вы реализуете себя для людей больше. И может в связи с этим, вот даже с друзьями, да, то есть вот не включая именно самые близкие вот какие-то отношения. То есть вот как будто бы вы больше идете в социум, а именно личная ваша какая-то история, вот личные взаимоотношения могут немножечко подхрамывать. Вот у меня идет такое ощущение. Посмотрите, не слишком ли много вы себя растрачиваете наружу, вот не слишком ли много вы себя растрачиваете в социум. Угу. У вас на самом деле очень-очень большие возможности финансовые, и у меня есть такое ощущение, что вы очень щедро этим делитесь. Опять же, вот в социуме, да, с социумом, с людьми. Так как-то идет ощущение. Так. Угу. Да, идет у меня все-таки вот какие-то взаимоотношения с отцом или взаимоотношения с мужчиной. Такое ощущение, как будто вам туда стоит обратить какое-то внимание. Может быть, проработать этот момент. Но это не значит, что вот если я вам здесь говорю, да, и вы с этим согласны, что вы очень много отдаете в социум, это не значит, что не нужно этого делать. Просто немножечко баланс как будто бы привести. Не раздавать себя совсем, оставьте еще себе себя. Вот так идет. Понимаете? Так, ну что ж, сейчас посмотрим, может быть, какая-то еще поддерживающая карта для вас выйдет. Спросите вашу душу. Такая вот карта идет, прям присмотритесь к ней. Она очень, вот, кстати, я вам говорила, да, что у вас очень хорошая взаимосвязь со Всевышним, с Творцом. И вот эта карта, она также про вот эту же высшую связь. Смотрите, она идет. И я вижу здесь связь с вашим сердцем. Прям посмотрите в свое сердце. И здесь идет связь с вашей душой. Если вас что-то беспокоит, да, спрашивайте вашу душу. Спрашивайте Творца, спрашивайте вашу душу, то есть прям соединяйтесь со своим сердцем. Так, ну что ж, вот такой получился второй расклад. Напишите, пожалуйста, в комментариях сразу, вот прямо сейчас, насколько, если вы выбирали второй расклад, насколько он вам откликается. Помните о том, что расклады здесь общие, поэтому что-то из каждого конкретного расклада, что-то может быть прям про вас, а что-то может быть не совсем про вас, да, потому что это общий расклад, и он будет общий для большого числа людей, так или иначе. Поэтому, знаете, так, соединяйтесь, да, со своими внутренними ощущениями и отмечайте, действительно ли этот расклад про вас, да, действительно ли он вам откликается, действительно ли вы чувствуете, что вот это все про вас. Ну, может быть, не все, может быть, что-то, вот, может быть, не все. То есть вот прям вот принимайте то, что вам откликается.
Если вы, вот знаете, если вы смотрите общий расклад, и вы думаете, ну, совсем ни слова про меня, значит, действительно так может быть. То есть это нормально, потому что это расклад все-таки так или иначе общий. Вот, соединяйтесь со своей душой, соединяйтесь со своим сердцем и пишите в комментарии, как вам этот расклад. А я начинаю третий расклад. Ну что ж, и теперь я приветствую тех, кто выбрал третий расклад. Третий вариант расклада. Угу. Так. Ну, однозначно по этим картам идет, в чем ваш талант, в чем ваша связь с Всевышним, ваша связь с Творцом. Это умение двигаться вперед, большой запас энергии, умение добиваться своих целей, достигать своих целей, умение быть первым, быть лидером, вести за собой, возможно, умение очаровывать людей, знаете, вот быть таким человеком, который... Либо вы достигаете какого-то очарования, то есть вот что-то делаете, и люди вас признают и вами очаровываются, либо, знаете, вот прям сразу, как только вас видят, вами сразу очаровываются, вы выглядите как будто бы или чувствуетесь привлекательным человеком для людей, которые вас встречают. И идет какое-то умение распределять деньги, распределять ресурсы, возможно, пользоваться ресурсами, распределять финансы, знаете, вот что-то, вот какие-то вот такие истории. Может быть, у вас есть таланты, знаете, к инвестированию или к тому, чтобы зарабатывать, вот пользоваться чужими деньгами и помогать другим людям зарабатывать больше или вот как-то вот распределять, вот что-то, какие-то такие финансовые истории идут, может быть, связанные с инвестициями, с рисками, с умением зарабатывать, либо умением приумножить чьи-то деньги. Не знаю насчет ваших денег, но вот как будто бы еще чьи-то деньги вы умеете приумножить. Такая идет информация. Так, эти карты открою попозже. Давайте посмотрим, что еще идет. Может быть, вы также привлекательны. Почему-то у меня сейчас пошло про мужчин. Если вдруг какой-то мужчина смотрит этот расклад, почему-то мне пришла информация про мужчину, что этот мужчина, он прям может быть очень привлекательным и сексуально привлекательным для женщин. Знаете, вот прям почему-то такая пошла энергетика. Либо если вы женщина, то мне идет такая трактовка, что вы можете привлекать очень активных мужчин в свою жизнь. Знаете, прям вот таких активных, ярких, привлекательных, успешных. Как-то вот так идет. Так, что еще нам скажут карты, что еще добавят? Да, однозначно есть, должен быть, да, талант зарабатывать деньги, либо находить какие-то возможности, знаете, какие-то проекты, или вот, знаете, как будто бы вы можете находить деньги, либо просто создавать какие-то проекты. То есть такое ощущение, как будто у вас с этим должно быть достаточно просто. Либо вы можете работать с чужими деньгами, и у вас достаточно много возможностей вам предоставляется. Мне сейчас так пришло, что, может быть, у вас родители обеспеченные. Вот прям вот такое ощущение, как будто бы вы с этим родились. Если нет, значит, вы научились этому. Угу. Да, возможно, вы этому и научились тоже. То есть вы вот отчеканивали, да, вот прям учились каким-то навыкам, отрабатывали эти навыки, учились работе с финансами, либо заработку денег, либо вот какой-то профессии, каким-то навыкам, знаете, вот вы прям скрупулезно, скорее всего, учились. Угу. Угу.
Но вот есть у меня все равно ощущение, что от семьи вам тоже, вот как будто бы семья много дает или много дала, вот прям от семьи идет очень много какого-то ресурса, знаете, тепла, какого-то стартового капитала, возможно. Либо сейчас в своей семье вы это создаете, но у меня идет ощущение, вот, что от родителей прям идет такой ресурс и тепло. Так. Угу. Да, идет у вас сейчас так идет вот про страхи, идет у вас как будто бы страх провалиться, как будто бы страх, что что-то не получится. То есть вот с одной стороны вы научились достигать своих целей, вы научились действовать, вы двигаетесь, вы действуете вперед, но с другой стороны все время есть какой-то страх, как будто бы не повезет. А вдруг не повезет? А вдруг то, что я делаю, перейдет кому-то другому? Вот знаете, почему-то сейчас так считывается. А вдруг моя идея, она придет на ум кому-то другому, и кто-то другой воплотит мою идею. А вдруг какой-то выигрыш, он достанется кому-то другому. Знаете, вот есть какое-то такое ощущение, как будто бы такое опасение, что а вдруг я вот что-то буду делать, а оно не получится. Знаете, как будто бы не повезет. Вот что-то с каким-то таким везением как будто бы есть. Либо у вас присутствует какая-то магия или какие-то интуитивные способности или какие-то практики эзотерические в вашей жизни, либо наоборот вы прячетесь от этой стороны. Вы как будто бы можете наблюдать за этим со стороны, но не верить, что это может происходить с вами. Вы знаете, какая-то магия, везение, поддержка ангелов или вот какие-то вот такие вот истории, связанные с Творцом, с поддержкой Творца, с энергией Творца, с какими-то магическими историями, с эзотерическими практиками. Вот как будто бы вы можете, либо у вас уже к вам это уже пришло, и вы это практикуете, либо вы, наоборот, смотрите на это со стороны. Смотрите, вот здесь люди практикуют, а вы смотрите со стороны. И здесь такая карта магия. Вы как будто бы можете смотреть на это со стороны, но вот как будто бы боитесь к этому прикоснуться. Но у вас определенно есть такой талант. То есть если вы из тех, кто смотрит со стороны на какую-то эзотерику, на что-то неясное, непонятное, на что-то скрытое, на что-то магическое, на какие-то чудеса, знаете, вот вам кажется, что какие-то чудеса, но они вот не со мной, или это кто-то придумал, то у вас этот потенциал есть. И если вы приоткроете для себя вот эту вот дверку, для вас откроется очень много возможностей и очень много ресурсов. Угу. У вас знаете как, с одной стороны для вас откроются возможности, ресурсы, и вам как будто бы протянут руки. С другой стороны, вы, сейчас посмотрю, у вас как будто бы есть шанс. Вот смотрите, здесь очень много таких денежных, да, денежных купюр, хотела сказать, карт. Много карт денежных, карт таких земных, карт победителя, да, какой-то семейственности, денежного успеха, роста. Как будто бы у вас, знаете, у вас какая-то магия или эзотерика, она может как будто бы ассоциироваться с потерей денег. Вот. Так, сейчас посмотрим. Угу. Смотрите, как интересно. Это что-то переходящее по роду тоже. Смотрите, тема с деньгами, возможные потери или какой-то кризис. Либо сейчас вы переживаете какой-то кризис, либо вы переживаете, что вы можете переживать этот кризис. Да? Как будто бы это что-то
Вот я это вижу как будто от папы и от мамы, да, или от предков, от рода. Знаете, какие-то страхи денежных потерь, и как будто бы эти потери могут быть связаны с тем, что вы, например, пойдете вот в какую-то магическую историю. У вас такое ощущение, что есть конфликт, может быть, да, конфликт между духовным и материальным, например. Вы подсознательно можете считать, что вы должны выбирать: либо я материально успешна, либо я духовно успешна. Так, где бы посмотреть, на какой колоде? Да. Да, идет такой выбор. У вас такой идет ментальный выбор, вот подсознательный, может быть, или ментальный, да, когда вы думаете, когда вы размышляете на эту тему. Что-то касается ваших страхов, да, вот как будто какой-то выбор, что как будто бы я могу либо быть, ну, грубо говоря, в духовной теме или в какой-то эзотерической теме, либо я могу материально развиваться и процветать. Вот в вашем мире, в подсознательном мире это не соединяется. Но это не значит, что это не так, просто это именно у вас сейчас вот такая вот история вылезает. Угу. Вам необходимо разрушить эти представления. Эти представления у вас идут от семьи. И вам необходимо с этими представлениями расстаться. Необходимо эти представления разрушить, вот эти вот ограничения разрушить, расстаться. Но для вас на уровне подсознания расстаться с этими убеждениями, это значит расстаться со своими, ну знаете, как не расстаться, а как будто бы создать конфликт со своими предками. Не знаю, насколько вы меня сейчас понимаете, может быть, это звучит для вас вообще непонятно, может быть, это звучит для вас как бред, но на уровне подсознания это действительно может быть так. И с этим мы работаем в тета-хилинг. Угу. Да. То есть вот какие-то, знаете, такие программы, которые касаются финансового изобилия и при этом духовного развития, и духовного роста, и духовного процветания. Вот есть какой-то конфликт у предков, и вам с этим необходимо работать. Вот я посмотрела, я мне показала эту карту, но я посмотрела, опять тройка была, и тройка была монет. Смотрите, тройка мечей, которая показывает конфликт разочарования, семейственность, она императрица, да, она может, у вас может это быть по женской линии, вот здесь может быть и по мужской линии что-то, то есть вот непонятно, но может быть просто вот по предкам, да, может быть по родителям или по предкам, или по женской линии. И где-то тройку я вот увидела, она тоже была тройка, но с денежками. То есть вот какие-то такие программы идут. И вот смотрите, вывалилась карта из колоды, и тоже тройка. То есть вот прям тройки, тройки, тройки идут. То есть вам необходимо расширить свое восприятие, поработать с какими-то родовыми программами, которые касаются магии, эзотерики и финансов. И тогда это расширит, вот прям откроет перед вами, смотрите, за вами будет пройден большой путь, но перед вами откроется еще какой-то ресурс. Перед вами откроется еще какой-то ресурс. И вот дорожка есть перед вами, вы можете туда пойти. Так вот интересно. Так. В общем, да, поработать с программами,
Возможно, по теме папы или по теме мамы, но вот с родовыми программами на эти темы поработать необходимо. Вот прям вижу, что от мамы, от папы что-то идет. Угу. Да, когда вы вот с этими программами, про которые я проговорила, поработаете, вы можете ко мне обратиться за сессиями Theta Healing, мы поработаем с этими программами. Тогда вот прям смотрите, праздник, изобилие, семья, какая-то стабильность, радость. Вот прям вот такой праздник изобилия идет. Так, ну что? Давайте достану вам какую-то ресурсную карту. Вот вам ресурсная карта Magic. Магия. Смотрите на нее. И вариативность, что ли, variance. Что это, вариация или вариативность, или вот какое-то разнообразие, возможно. Здесь тоже очень большая связь с душой и связь с духовными родственниками такая мне идет. Возьмите тоже себе эту карту, прям вот посмотрите на нее, понаблюдайте за своими ощущениями, когда смотрите на вот эти вот две карты. Давайте посмотрим, рекомендуют ли что-то ангелы. И ангелы вам говорят: мой ум тихий, спокойный и ясный. То есть предлагает, знаете, как будто бы вам разгрузить свой ум. Возможно, вы очень много, знаете, обдумываете что-то, вот прям заняты очень много какой-то работой, и что-то прям обдумываете, думаете, вот прям необходимо разгрузиться. Чтобы, знаете, так ум немного притих. Ну вот такой получился интересный третий расклад. Я буду вам благодарна, если вы отпишитесь в комментариях, как вам третий расклад. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли, на какую тему вы бы хотели видеть расклады от меня, то пишите тоже об этом в комментариях. Если вам необходимо индивидуальный таро-расклад, то также пишите мне либо на мою почту, либо на мой инстаграм-аккаунт в директ. В описании видео я обязательно оставлю ссылку на мой инстаграм-аккаунт и мою почту. Вы можете туда писать. И если вам необходима сессия Theta Healing, тоже обращайтесь. Ну вот, как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока-пока.